Now we recorded. Only for you, my friend. У всех своя метода, и все считают ее уникальной и крутой. Мало кто знает, но Антон из теннисной династии. Привет. Антон муж и жена. Антон муж и жена. Что вы снимаете? Порнофильм. Мой запрос был в чем? Нам нужно шлема улучшать. Ангелина, расскажи, как тебе Антон сделал предложение. Ты подошел, помог, красиво все сделал, женщину провел домой после пьянки, можно сказать. Когда Роджер это видел первый раз, у меня такое ощущение было, я как будто бы увидел человека, который по воде идет. Я такой: Иисус, на кортах с ними, ты там покушал с ними, ты приехал в гостиницу, ты с ними. Замораживают яйцеклетки для того, чтобы у них была возможность потом иметь детей. Антон муж и жена. Антон муж и жена. Ой. Ну, когда долго едешь один, то бывает и такое. Антон и Ангелина муж и жена. Ангелина, ты жена тренера, который целый год в разъездах. Расскажи, пожалуйста, каково тебе? Надо плюсы или минусы? Да рассказать? все. Плюсы, потому что ты сам решаешь, когда ты хочешь форточку открыть, когда ты хочешь ее закрыть. Телек можно в 2 часа ночи не вырубать, и никаких блокаут-штор. Ты знаешь, в чем прикол? Просто, я фанат блэкаута, потому что, мне кажется, так, лучше. Ну да, так мелатонин как-то лучше, наверное, вырабатывается. Да, после 10 вообще желательно, там, ясно дело. И если еще и просыпаться, точнее, ты просыпаешься с утра, у тебя еще открыты шторы, то это так себе. Но Ангелина все равно. Я считаю, что человек должен вставать с солнцем. С первыми петухами. С петухами не надо вставать. Солнце встало, все, пора на работу, делать дела. Только плохие шутки есть. Так, здесь уже темно, давайте потом. Когда будем есть, Ну да. Мало кто знает, но Антон из теннисной династии. Потому что у него дедушка Эдуард Владимирович Дубров, заслуженный тренер Советского Союза и Республики Беларусь, папа международный судья и в том числе тоже игрок, и мама тренер Людмила Владимировна Дуброва. Я не буду рассказывать про всех, я знаю, как сильно каждый из них на тебя повлиял. Мне интересно, вот что ты именно с точки зрения тренерства взял у каждого. У мамы, у папы и у дедушки. Заслуженного, по-моему, дедушки нету. Да? Ну, я бы Но дал. звучит хорошо. Звучит хорошо. Нет, было обещано, но потом было отобрано. Да, у меня дедушка, по-моему, дедушка был в сборной белорусской. БССР, наверное, была. Отец был у меня в сборной уже тоже, по-моему, БССР, но белорусской. То есть он, по-моему, был 4-м номером или 3-м уже мужской сборной. Угу. Да, я на их фоне, помню, по детству все время получал звездюлей от всех, почему я так не могу показывать нормально высокие результаты везде. Я помню, когда приезжали, типа, а ты чё? А ты чей? А мама у меня тренировала только меня. Там просто была группа, которая, по сути, была создана для того, чтобы мне было с кем тренироваться. Но вообще она сама не тренировала никого, по крайней мере, что я знаю. То есть, только это была моя сестра и я. Моя сестра на 2 года старше тоже занималась. Вот. Кто на что повлиял? Начал я заниматься с мамой. Потом меня, по-моему, в 13 лет, если я правильно, почти 14, по-моему, в 13, меня отвезли к дедушке. То есть, мы с ним виделись только на праздниках, мы не были плотно прямо общались так, чтобы... И, я всегда знал, что у меня вот такой дедушка крутой есть, что к нему вот... Потому что я занимался, заканчивалась тренировка, и начинались взрослые группы. И там все меня знали, кто я такой, что вот это внук, сын. Вот, там дедушка с отцом работали, и там эти группы все взрослые для меня бегали. И в какой-то момент я к ним присоединился. Вот в 13, почти 14 лет. Если я правильно помню, по-моему, было 13 лет. Угу. Вот, и на самом деле это был такой прям большой бустер у нас, как будто бы, потому что мы с дедушкой, опять же, до того момента мы виделись больше на праздниках, а вот после этого, когда мы начали на корте, то есть он взял на меня такую полноценную опеку, то есть мы еще жили рядом, через какое-то время у меня развелись родители, то есть он забрал, по сути, под крыло такой, типа, все. Угу. И он вошел в жизнь уже мою в такую полноценную, вне корта.
Вот. Кто что дал больше, на самом деле, да нет такого, мне кажется, каждый дал... Что ты подчерпнул у каждого, и кто как именно, в какой сфере тренерства на тебя кто как повлиял? И вот, возможно, ты что-то сейчас используешь в своей работе, какие-то советы папины, мамины, дедушкины? Я думаю, это прям целая комбинация. И вот сейчас прям сказать очень сложно. То есть мамина я помню, просто помню на корте, что было, но прям вот это было, наверное, настолько что-то начальное, что я вот сейчас, честно, не смогу вспомнить прям конкретику какую-то. Вот. С отцом я отдаленно помню, с большего это такое было первое такое включение из разряда использовать мозг. Типа, давай ты с головой. То есть это был, мне кажется, естественный переход для любого ребенка. Наступает этот переход, он есть, когда помимо какого-то таланта, лет в 10-11 детям нужно прививать это вот именно труд. Потому что труд, он выявляет дисциплину, когда человек уже становится профессионалом. То есть можно остаться просто талантливым спортсменом, а можно становиться уже профессионалом. Это вот разница в труде, в дисциплине. Мне кажется, она вот тогда начинала проявляться, но полноценную дисциплину, конечно же, я уже приобрел с дедушкой. То есть там уже не было возможности отлынивать. Плюс у меня был строгий авторитет, поэтому в этом, наверное, сложность с родителями. Иногда тяжело, есть авторитет, но при этом это отношения вне корта, на корте, они всегда переплетаются. С дедушкой поначалу это был только такой, с моей стороны, к нему жесткий авторитет. То есть я такой, как сказали, так и будет, все. Нету слова обсуждения. Есть слово, надо сделать. Вот. И первое время такой у меня был прям стресс на корте, надо все четко под все эти... Плюс для меня это была большая ответственность, у меня была большая... В тот момент, по-моему, 4 или 5 лет разница по возрасту с другими. Это очень много. Мне нужно было соответствовать довольно-таки быстро, поэтому я на самом деле очень много тренировался с девочками, чтобы мне как-то нивелировать, наверное, эту разницу. У меня как-то так получилось, что я очень много тренировался по детству с девчонками. Вот теперь с ними работаю по факту. Сейчас видишь? Прочувствовал. Аукнулось. Да, вот. Но по факту в таком осознанном возрасте получается, что мне больше будут откликаться сейчас дедушки на какие-то советы и варианты, просто поскольку они у меня, наверное, больше закрепились. И ты в более осознанном возрасте. Да. И не только на корте. То есть очень много, на самом деле, наверное, большинство, я бы сказал, большинство именно подхода. Тут даже не то, что какой-то особенный метод. Тут на самом деле, методов может быть куча. Вопрос подачи. И вот это именно подача, это именно отношение... Подача информации к своему подопечному. Да, но не подача в теннисная, а подача. Я имею в виду, как ты говоришь. Информации, да, каким образом, когда, в каком ключе. Все вот это особенно, мне кажется, если работать с девушками, то это прям критично становится. Интонация, эти волны, частоты, они прям улавливаются очень быстро и очень тонко, поэтому надо в себе это улавливать и все это понимать, причем без какой-либо критики, я бы сказал. То есть критика должна быть там, где нету адекватности. Есть какие-нибудь города и страны, в которые ты хочешь постоянно вернуться? Или ты, знаешь, путешествуешь и потом такой, наконец-то в Абу-Даби. Или там в Мельбурне снова. Помимо дома, я бы сказал, что мне нравится Майами. Майами, Дубай тоже привыкли, наверное, потому что мы здесь часто. Такое основное. Очень нравится, на самом деле, Мельбурн, потому что там довольно-таки спокойно. Много мест крутых, на самом деле, австралийских. С большего нравится US Open, Нью-Йорк, но Нью-Йорк, он бешеный, поэтому там быстро устаешь. А так, наверное, мне кажется, Дубай, Майами, наверное, потому что мы здесь часто находимся. Еще прикольно было в Лондоне, потому что в Лондоне огромное количество мест, куда можно сходить. Прям разгуляться можно невероятно. Ты можешь... В театр мы ходили, прикольно, разные спектакли. Было интересно. Очень мне нравится Рим, но в Риме очень много туристов. Там прям безумие. Хотя мне очень нравится город, но очень много людей. Этим мы пришли кушать. Very good, very good. Now we record it. Only for you, my friend. Only for you, my friend. Не надо это делать. Там другие движения. Вот Антон постоянно в разъездах, практически круглый год. Дома он бывает в лучшем случае 2 месяца. Тебе тяжело, как жене? Не тяжело? Нет. Ни капельки, что ли?
Конечно, я скучаю по нему, но мы все время общаемся в мессенджерах, я часто к нему езжу. Антон делает все возможное, чтобы я чувствовала его тепло на расстоянии, его поддержку, поэтому жизнь конфета. До какого времени ты старался, пытался играть профессионально, занимался теннисом, участвовал в турнирах? Наверное, 19 лет я закончил. Наверное, башкой на самом деле я понимал раньше, потому что я, наверное, лет в 16, если я правильно помню, 16 мне было, либо 15, наверное, 16, я поехал в Германию, мне помогли там найти клуб, где можно было тренироваться, где можно было выступать за клуб, потому что там в Европе есть клубная система, где у них ты член клуба какого-то, и у вас есть там лиги в Германии, это, по-моему, там 6 лиг, где ты можешь... Клуб с клубом играет каждые там выходные, каждое воскресенье, и для меня это была возможность играть больше матчей, тренироваться, плюс там у них есть турниры, которые называются Prize Money, ты приезжаешь, там, условно говоря, у тебя взнос там 20 или 30 евро, и первые 3 места получают деньги, там 240 евро, по-моему, 180 или 160, и, по-моему, там 50 или что-то такое. То есть ты можешь, выиграв турнир, заработать. То есть я на такие турниры ездил, там по 2-3 игры в день ты играешь, и все, и ты какие-то деньги получаешь первые. Вот, потому что на турниры куда-то прям выезжать, из-за того, что там, если ты не выстреливаешь сразу, тебе, по сути, нужно играть, там, не знаю, хотя бы турниров 15 в год, я бы сказал. Но 10 это такой минимум, который, я не знаю, даже не назовешь минимумом. И 15 именно выездных 15 по именно разным странам. Фьючерсов, Фьючерсы, первые профессиональные ETF. То есть в Минске у нас проходило 4, по-моему, максимально в год. И я по многим причинам сразу и из страха, и из-за неопытности, из-за всего очков не набирал, поэтому довольно-таки быстро финансирование заканчивалось, я это прекрасно понимал, это еще больше сковывало, но нужно было просто больше играть. Возможности не было играть, то есть я поехал в Германию играть, чтобы просто играть больше мне. Поэтому, когда я понял, что я уже лет 16, да, я помню, на выезде был условно говоря, 5 турниров в году. То есть объективно я понимал, что этого мало, что сколько мне нужно лет, чтобы набрать эти 15 за 3 года, условно говоря. Поэтому я в какой-то момент понял, что у меня еще все время было в голове, что в 18 лет надо уже себя содержать. Мне кажется, такое у многих людей есть такое, у мужчин, мне кажется, что в 18 лет ты должен, по сути, быть максимально самостоятельным. Мне нравилась эта тема самостоятельности. Я любил где-то жить один место. Летом была еще одна квартира бабушкина, я туда уезжал один. Жил. Мне нравилось именно что мне нужно, я все отвечаю за себя. Мне не надо ничего. Я знаю, что мне нужно приготовить, мне нужно убрать, мне нужно что-то купить. То есть такое минимальное. Мне кажется, это круто. Возможно, потому что я на турниры поездил, и это момент, где ты сам за себя отвечаешь, ты все, ты берешь на себя ответственность за свою жизнь. И у меня такой был триггер, все, 18 лет, я еще в 19 не то, что не зарабатываю, я только деньги забираю. У меня какое-то время помогал дедушка, оплачивал турниры. То есть пока мне оплачивала федерация, какое-то время помогала, я условно говоря, брал у него деньги, какую-то часть нам могли вернуть, когда оплачивали какой-то материал. То есть я ему, по сути, он мне оплачивал, он мало того, что тренировал меня, он мне еще и поездки оплачивал. Это уже такой прям перебор, я бы сказал. Поэтому, когда мне предложили поспринговать, один парень в Минске, я такой, да, конечно же, я хочу, и я понял, что по факту я тренируюсь полгода или, не знаю, 4 месяца, жду какой-то турнир, два турнира ставлю все на кон, не справляюсь с этим давлением, просто не вывожу, и, возможно, просто моего уровня не хватает даже, чтобы как-то вывозить, и смысла в этом нету, потому что пора уже думать, что дальше. И я, не нашел ничего такого другого варианта, как сразу пойти спарринговать. Я какое-то время где-то с кем-то поигрывал, потом помогал дедушке, когда он работал с Верой Лобко. Я с ними поехал на несколько турниров. На юниорскую Австралию мы съездили вместе, в Египет тоже на турниры ITF. И
Какое-то время у нас там только появилась федерация, не федерация, появилась академия национальная, когда Александр Васильевич Шакутин был председателем. И какое-то время меня он не хотел брать, потому что он говорил, что из-за того, что я внук, то есть он не хотел, он думал, что меня продвигают, то есть как бы необоснованно. Вот, но в какой-то момент потом, в конце года, то есть это было сначала года, не помню, какой это был год, мне позвонил Владимир Николаевич Волочков, и мне было с кому поиграть с Олей Говорцовой. И у меня было время, я согласился, она тогда работала, ей помогал Владимир Адамович Перко, и мы поработали там, может быть, недели 2, она поехала на турнир, я буду называть его Адамович оценил мой вклад, нормально общаемся. Он, я так понимаю, что пообщался с Владимиром Николаевичем, и Волочков предложил мне устроиться спаррингом в академию, я согласился. Вот, и с того момента я, по сути, стал... То есть я был спаррингом женской сборной, но он мне сказал, что, по сути, спаррингом под нужды кого-либо. То есть это могли быть юниоры, это могли быть и пацаны. В тот момент я еще нормально играл, я мог и с пацанами стать поиграть, но с большего это, конечно же, сборная женская или резерв женской сборной. Я начал с ними сначала спарринговаться, а потом некоторые выездные турниры делал. То есть первый выездной у меня был вот как раз-таки с Олей, мы поехали в Австралию и с Адамовичем. Вот. И в тот момент мы уже начали тоже, по-моему, Арина как раз перешла в академию, я начал с Ариной тоже спарринговаться, когда ей было, не знаю, может, лет 15-16. Тогда ты первый раз увидел Арину? Видел я, наверное, было лет 14 или 13, потому что у нас в Минске проходил чемпионат Европы. Она была в сборной с Верой, и я приехал к дедушке как раз, они там что кушали, потом шли играть. И я буквально посмотрел немножко розыгрышей на этот силовой теннис. Какие у тебя были первые мысли? Слушай, первая мысль была, это сильно, громко, круто. Сильно, громко, круто? Ну да, но страсти много. То есть она с самого детства, можно сказать, была такой яростной маленькой тигрицей? Я бы сказал, максимальной отдачей. Максимальная отдача? Да, это на самом деле такая, довольно-таки редкая черта. Тогда ты, понятно, что, наверное, не задумался о том, что, возможно, вы будете работать вместе. У меня в тот момент были планы из разряда, окей, как мне жизнь свою расставить, что мне... Я на самом деле, не похвастаться, у меня была такая черта, я у всех тренеров спрашивал... Тренеров или тренеров? Тренеров, правильно, да. Все, тренеров. Спрашивал всегда, почему. Я помню, что я всегда спрашивал, почему. То есть какое-то задание было, либо какие-то вопросы у меня были, я все время подходил, спрашивал. Мне почему-то... То есть даже когда ты был подростком? До того, даже когда начал спарринговать, я когда сам играл, я такой, это почему? А вот расскажите, на ФП, когда ходили делать, я такой, а почему почему мы делаем вот так упражнение, а почему мы делаем в такой последовательности? Я говорю, есть ли в этом смысл, либо это просто видимо, же есть какой-то смысл, почему мы начинаем, помимо того, что разминка, не разминка. Есть же, наверное, какая-то структура, либо в чем ваш метод заключается. Мне все время было интересно, потому что на теннисном корте, что вне корта, все тренеры, они, у всех своя метода, и все считают ее уникальной и крутой, что это только правильно. По факту на сегодняшний день, это только на сегодняшний день я могу сказать, что работает каждая методика, по факту, вопрос индивидуальности, то есть как кому может заходить. Кому-то может заходить более длительная работа с меньшей интенсивностью, кому-то может быть наоборот сверхинтенсивная. Просто нужно смотреть на специфику спорта, то есть в теннисе какие-то больше взрывные. Можно делать скоростную выносливость какую-то, можно... Все время спринты, когда делаешь, ты делаешь спринт в одной плоскости, условно говоря, а потом ты добавляешь, когда тебе нужно остановиться, как в теннисе, тебе нужна вечная смена направления. Все работает, потому что организм настолько ко всему адаптируется и привыкает, что по факту тут вопрос в том, как тебе нужно каждый раз адаптировать твою работу, чтобы у тебя организм вечно рос. То есть если ты будешь все время делать одно и то же, и какие-то смотреть цифры, это хорошо, но и организм тоже привыкает к работе, и ту же выносливость, то есть ты кроссом выносливость не повысишь. Выносливость даже можно сделать на нажиме лежа.
с легкой штангой от себя, от груди, делая как бы. Это как бы все можно менять, все можно прокачивать и делать по-разному. Главное, чтобы тренер был адаптивный. И в первую очередь, мне кажется, чтобы он не считал то, что вот то, что он делает, это что-то уникальное, и только так можно. Если вот так вот не считать, то я думаю, что вообще все возможно. Вспомни свой первый год, когда ты поехал вот прям полный сезон играть. Это вообще какой год был? Вот прям полный сезон с Австралии и до итога. Наверное, 21-й. 21-й. Да, после ковидный. И как ты его переживал? Я имею в виду вот расставание с женой. Да, мне кажется, мы быстро адаптировались. Наверное, потому что мы все время ездили. Ну, ты ездишь лет, наверное, с 13-12. Как бы, ясно дело, здесь чуть другое, но мы знали, когда у нас будут времена, где мы будем находиться вместе. Тогда еще более-менее летали более удобные самолеты. К примеру, в этом году у нас было, как сказали, Париж, у нас было, по-моему, 3 дня до Лондона. Я посмотрел, что до этого можно было на границе за 2 часа прилететь, 2,5 часа из Парижа. И я вылетел в полночь через Франкфурт, Вильнюс на автобусе. На 2 дня в Минск приехал, и потом вернулся, прямой был из Вильнюса до Лондона. Все, на 2 дня приехал. То есть, ну, как бы просто какие-то там временные такие смотришь, и ты можешь приехать. Вот. Ангелина часто прилетает в Европу, в Америку. В Австралию еще не долетела. Когда мы тренируемся в Дубае, тоже часто здесь, поэтому ты уже такой адаптируешься больше. Ну, наверное, это другое, потому что нет такого прям полноценного быта, но есть как есть. Работаем на будущее. А какое самое долгое по продолжительности расставание было? Наверное, 2 месяца. 2 месяца? Ну, в принципе. Ну, получается так, что мы ищем либо где я могу прилететь, либо где Ангелина. То есть это, наверное, было в этом году. После американской серии. Это была вся европейская серия. Вот после Парижа на пару дней я приехал. И уже потом, когда мы сняли с Уимблдона, я уже 2 недели был в Минске. Было немножко непривычно, потому что 2 недели в Минске это много оказалось. Антон, расскажи, пожалуйста, как ты попал в команду Карине? Как ты изначально попал в качестве спарринг-партнера? Могу предположить, что это после Кубка Федерации, того самого, когда сборная Беларуси вышла в финал, но ты сейчас расскажешь. И потом, как ты стал ее главным тренером? Попал я к Карине в команду, потому что мы уже ездили на несколько турниров вместе. Мы ездили на ITF в Китае, в Чехию мы ездили, в Швецию, по-моему, мы ездили. Где-то мы еще ездили, не помню где. И я ездил с ней, когда у нее были такие ситуации, у нее был тренер, не было тренера. То есть мы как бы в разные моменты ее жизни ездили. Когда ей еще было лет 18, наверное, 17. Скорее всего, уже 18 было. Наверное, с того момента просто у нас получалось хорошо, адекватно работать, что было важнее всего. Не было каких-то моментов косячных друг с другом. Наше более-менее было адекватное отношение к работе у всех, поэтому мы сработались неплохо. И я уже, по-моему, это был 19-й год, как бы я поехал на Кубок Федерации в Германию. И после этого, через буквально месяц, наверное, мне Арина позвонила, спросила, точнее, не хочу ли я присоединиться к команде уже только к ней, потому что до этого я как бы все это время работал на федерацию, можно сказать, где я работал со всеми. То есть как бы я мог и поехать и с Ариной на турниры, но как бы, мне нужно было все время подстраиваться, я должен со всеми работать. А тут уже как бы личная работа. Вот, я согласился, и сейчас сколько мы проездили? Больше, чем год. Год и, наверное, еще месяца 4-5, когда она работала с Димой Турсуновым. Мы проездили в качестве спарринга, и потом, когда они разошлись, мы поехали с ней на турнир, это был сразу после ковида, мы поехали в Лексингтон, по-моему. Мы как раз-таки с ней обсуждали, кого можно взять в тренеры. К нам приехал немец, по-моему, да, Диди Киндлман. Они проработали буквально 3 недели, если я правильно помню. Не произошло того магического матча. То есть, не знаю, по многим причинам. То есть нужно, не знаю, там много всего должно произойти, чтобы был этот матч. И, в принципе, у любого тренера и у любой подопечной. У кого-то просто это может быть немножко сложнее.
Мгм. Нам, по-моему, надо было сейчас съехать, мы не съехали, кстати. Ну, ничего страшного. Сори, я просто туда еду. И получается, после этого она сыграла US Open, они после этого поговорили, и я говорю, слушай, давай ты, может быть, 3 недели это вообще очень мало для любого сотрудничества. Давай попробуем еще, тем более, что это был там конец года, там оставалось немножко турниров, я говорю, сейчас мы там, тем более, в Рим мы не поедем. Попробуешь, да, нет, примешь в конце года, может быть, решение, все дела. Она меня спросила, а что вот ты думаешь по поводу моего тенниса? Как ты видишь? У нас разговор затянулся где-то на час, наверное, затянулся разговор. Мы обсудили. Она все до это, этого не спрашивала? Но не было такого прямо. Именно твоего... У нас был, знаешь, у нас были из-за того, что как спарринг, у нас не было, знаешь, такого сильного, наверное, разделения профессионального. То есть, я больше отвечал, окей, да, на корте, но я больше отвечал там, за настроение. Знаешь, такое частое явление, там, спарринг, он такой больше, под ситуацию подстроиться, как-то что-то там помочь, сделать, пошутить, тра-ля-ля, вот такого формата. И поэтому каких-то, наверное, таких вот мыслей, а что, а как, такого не было. Мы там пообсудили, приехали в Минск, начали тренироваться на грунте. Она пришла, говорит, слушай, я с ним поговорила, я решила, что я не могу, мне тяжело с новым человеком, я пока не готова, давай пока сами, и, мол, потом посмотрим с тобой, решим, что будет лучше. Я говорю, хорошо, давай. Я говорю, То есть она уже тогда, грубо говоря, тебя взяла как тренером, но на испытательный срок? Или как? Это было... Или это не было еще нет, предложением? Это не было предложением. Это был грунт. Я говорю, слушай, ты в целом готова продолжать слушать? Она говорит, да. И мне было интересно в том плане, что мы начали на грунте, а грунт она не любила, откровенно говоря. Она сама говорила, что грунт ей не нравится, то есть это не ее, бла-бла-бла. Я говорю, да, но. Но есть же варианты, за счет чего на самом деле твой теннис, наоборот, ложится офигенно на грунт. И мы начали тренироваться, я показывал, какие варианты я вижу, как она может устраивать розыгрыш. Она согласилась, она сказала, что она поехала на турнир, она говорит, действительно, уже немножко другие ощущения, ей с большего этот процесс, я так понимаю, зашел. Это был такой первый пунктик, первая думаю, галочка, да. мол, ага. Первое, это было высечь тот факт, что на грунте играть невозможно. Я имею в виду галочка тебе, как потенциальному тренеру. Я к тому, что это, наверное, было первое, почему вот эта галочка и произошла. И потом мы, получается, это был постковидный, это был странный год, мы сыграли US Open, приехали в Минск, мы не поехали, это был сентябрь. Мы не поехали в Рим играть на грунт, мы поехали в Ролан-Гаррос в конце, по-моему, в начале октября. Холоднейший Ролан-Гаррос. И потом оставались турниры в Острове и в Линзе. И мы сыграли Острову. Она выиграла Острову. Тоже там было пару вещей, которые, наверное, такое, знаешь, окей. То есть ты нравится, указал на правильный момент, что-то интересное, да. Ага. И уже после Острова, после турнира, она говорит, давай продолжим работать вместе, ты уже как тренер, давай попробуем. Я говорю, давай. Если я правильно помню, была такая фраза, что давай только будем все время обсуждать, правильно ли мы все это делаем. То есть давай из-за того, что объективно у меня опыта тренерского было там 5-6 лет, будем объективно, нам иногда потребуется какая-то помощь извне. Нам нужно будет что-то обсуждать где-то больше. Это с ее стороны были слова? Это с моей стороны были слова. Она согласилась. То, что я говорю, нам нужно понимать, что карьера-то у тебя не длинная, объективно. То есть она кажется, что у тебя еще впереди там 10 лет. Это 2-3 года, условно говоря, и все, тебе уже кажется, что ничего не осталось. И мы начали в этом ключе работать. Она потом выиграла Линз, она сразу выиграла Абу-Даби в начале года. Все, то есть пазл сложился максимально, да? Это часто, практически. Довольно-таки частое явление, когда приходит кто-то новый тренер, не тренер, и на волне, на эмоционально еще ты начинаешь, даже слыша одни и те же вещи, начинаешь как будто бы более их исполнять лучше. Больше, наверное, на эмоциях. Но это, наверное, был такой первый полноценный год, 21-й, это когда она показывала
я бы сказал, неплохие, стабильные результаты. То есть она улучшила на шлемах. У нас мой запрос был в чем? Нам нужно шлема улучшать. То есть она не могла, да, она еще была молодая, объективно, там 21, но на шлемах никак не получалось пройти, по-моему, дальше там, 2-го либо 3-го круга. По-моему, 3-го на Австралии был лучший результат. И Прикольно, что просто и на сейчас она US королева и на US Open был третий результат. шлемов. Третий круг, по-моему. Потому что она сейчас рекорд поставила. Ну, повторила рекорд Уильямс по выходам в полуфинал. Ну, как бы, и наш запрос объективно к тому, что нам нужно понять, в чем проблема, почему мы можем играть мастерсы хорошо, и у нас все там получается, на шлемах нет. То есть это был основной посыл, который мы с Джейсоном старались помочь ей решить. Вот. 21 год, в принципе, был лучший, наверное, по всем результатам на шлемах, который, наверное, показал то, что Арине, то, что она способна показывать хороший результат. По-моему, 21 год – это когда она сыграла первый свой полуфинал на Уимблдоне и первый полуфинал на US Open. Да, а в 22-м уже у нее... Ну, мы в 22 году у нее мы начали с того, что затуп произошел на подачу, который мы решили это именно технической частью. То самое видео, когда... Да, ну как бы там весь год объективно был 20 плюс двойных, и когда мы... Ну, у нас раз таки там были разговоры на тему того, что нам нужно вот кого-то взять в команду, либо поменять команду, то есть поменять там тренера. Я про себя говорю, что нам нужно понимать, что нам нужно это делать на самом деле довольно-таки быстро принимать решения, потому что мы не можем затягивать. У нас там были свои длительные разговоры на эту тему с Ариной. Она говорила, что ей бы не хотелось этого, что мы должны... Не хотелось бы менять тренера. Да, то, что мы должны стараться как бы все-таки дальше решать, мол, что нам может дать новый человек, но по итогу через 7-8 месяцев у нас уже был на примете человек, который именно помогает технически, и он в этом специалист, объективно. И я говорю, слушай, мы перепробовали все, вот есть специалист, как бы, если мы перепробовали все, почему не пробовать последнее, что мы можем пробовать? Ты искал этого человека? Нет, мы спрашивали, помог Джейсон найти через знакомого тренера. Именно это как раз таки вот у нас сейчас Гевин, это не тренер по теннису, это человек, который биомеханик, то есть как бы он в разных видах спорта работал, он сам играл в теннис, но он никогда не был тренером по теннису конкретно. Вот. И мы через него поменяли движение на подачу, чтобы... То есть у нас было неэффективное движение, скажем так, если проще объяснить, которое под стрессом не давало подать. То есть как бы суть техники правильная, чтобы цепочка биомеханическая, которая выстроилась, то даже под стрессом за счет того, что у тебя хорошее движение, оно продолжает как бы делать в правильном, скажем так, ключе, даже если там у тебя руку зажало, из-за правильной цепочки тебя все равно ее дальше выбрасывает, ты все равно там заканчиваешь движение. То есть как бы именно суть в том технике, чтобы под стрессом у тебя все равно было эффективное движение, эффективная, скажем, подача. То есть настолько может зажимать, что где-то, грубо говоря, ноги отрабатывают, спина отрабатывает, плечо отрабатывает, а где-то в запястье бац. Почему вот говорят, что там у кого-то удар где-то там лучше? То есть это все равно техническое, в чем ты где-то не уверен, скажем так, или оно так не отработано настолько идеально, что тебе приходится каждый раз под стрессом компенсировать, добавлять что-то где-то самому. Если у тебя технически правильное движение, там возьмем, к примеру, Роджера, у которого там справа хороший удар, там, или там подача, то есть у него подача была очень эффективная. Да. То есть он под стрессом все равно мог подать эффективно, поскольку у него, может быть, он не подавал максимально на 100%, как бы, но при этом он делал свои 80%, что очень важно сделать в важный момент. А другие могли там либо рисковать, либо наоборот, как бы, не получалось у них. То есть, как бы, именно технические возможности дают тебе эту вот амплитуду, эту ширину возможностей под стрессом, и ты ее сужаешь до чего-то более простого. А когда у тебя амплитуда такая узкая, и ты можешь только кидать свечки, то под стрессом, когда ты уже не можешь этого делать, тебя еще больше зажимают, и ты еще больше боишься кидать эти свечки, и у тебя страх ошибки выше. Вот. И с Гевином, с приходом Гевина, как бы мы объективно,
стали по всем компонентам, то есть наш запрос был, нам нужно улучшать эффективность каждого удара. Не только, то есть мы начали с подачи, но нам нужно везде лучше быть. Какие-то моменты у нас сходились, какие-то моменты у нас он показывал откровенно, что мы можем сделать лучше. И мы все еще с ним как бы работаем, мы с нами у нас в команде, и мы с ним обсуждаем, что я вижу, можно сделать лучше, что он, и как мы за счет чего мы это можем сделать лучше. Чтобы это был момент такой, ты не можешь прийти и сказать, все, мы сейчас по-другому делаем там замах, чтобы это была такое, скажем так, плавная трансформация ударов в более эффективное русло. Это мы начали с того, как я начал работать с Ариной, вот я с 22 года. К нам добавился еще Гевин. До этого мы ездили вдвоем с Джейсоном. С Джейсоном, вот как мы с тобой до этого обсуждали, Джейсон, он отвечает за фитнес. Он какое-то время еще закрывал восстановление, делал массажи. И у него одно из самых сильнейших, наверное, это составляющая, это вот такое ментальное направление тоже, как бы он сильный упор это делал на тренировках. После матча мы всегда разбирали вместе состояние Арины, как нам сделать лучше, потому что, если вспомнить ее... С присутствием Арины или... С присутствием. Мы очень много с Джейсоном вдвоем общались, огромное количество часов. И потом, скажем так, уже когда мы с ним структурировали, что мы вот вынесли из нашего разговора, мы уже вместе втроем общались. Потому что, если вспомнить ее Аринины, да и сейчас бывает такое, до этого было много больше, знаешь, такие всплески были, эмоции, которые, типа, не получается, бам-бам-бам, все, закончили. То есть, как бы, все не получается, поэтому буду там бить. Не было адаптации хорошей, потому что в голове... Стрессовая ситуация. Да, потому что в голове был стресс, и как бы и тело неправильно реагировало, и первая реакция была, это надо быстрее закончить быстрее, значит, нужно сильнее ударить. Ну, как бы, это все еще присутствует, но это уже сильный прогресс, откровенно говоря, учитывая, что она сейчас первая. То есть она это уже намного лучше этим владеет и сама прекрасно это понимает. То есть это такой момент роста, это с опытом, плюс, я думаю, все-таки с нашей работой, что момент, как соединить голову под стрессом с теми возможностями физики и технического состояния, и техники, то есть именно технических возможностей, чтобы она находила для себя самую эффективную формулу под стрессом, чтобы она принимала решения больше исходя из того, что она может себе доверять, а не то, что нужно все или ничего. Ангелина, а ты вот же понимаешь, что Антон, тренер девушки. Вот. И он как бы обязан как тренер знать все ее там тонкости, работы с ней и психологию. Ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что он, возможно, там где-то Арину лучше знает, чем тебя, или как-то внимание может больше уделять, или его голова загружена больше, работая с ней? Начнем с того, что я хорошо знаю Арину, я знаю игрока, с которым работает Антон. У меня есть доверие к Антону. В этом плане каких-то вопросов не было. А по поводу работы, мне кажется, просто работу и личную жизнь ты так сильно разделяешь, и это нормально, когда у человека 70% времени работа в голове крутится. Я думаю, что мы просто в этом с ним одинаковы. Мы все время делимся какими-то рабочими моментами. И мне кажется, стоит отметить, что когда мужчина как тренер начинает работать с девушкой, он начинает лучше понимать свою жену. Мир. Да. Ну, а там намного больше стресса. То есть ты, когда ты играешь матч, мне кажется, это вот есть, и ты начинаешь, наверное, чуть больше адаптироваться, что может вылететь или что может быть в голове. Here we are. We've just begun, and after all this time. Yeah, just send it over there. I'll be all good. Yeah, all right. Right. Thank you. Thank you. Oh, you're still filming? Like... Thank you, Shapovalov. Dennis, this is Dennis. What are you filming? Что вы снимаете? Порнофильм. Я уже понял. Целый день ходишь с микрофоном. Did you find the car? Okay. Let us first check with the drivers. Hi. Can I check with you? We order a car to go to airport. Okay. At 7 p.m. They will check now and they will provide the car. Do you have a Durham? No, I have nothing, to be honest. I have nothing. I have the same problem all the time. I don't have any cash. Hello.
to the airport? Yeah, to the This one? yeah. Okay. Abu Dhabi airport, right? Abu Dhabi airport. Yeah. Excuse me, can we get to this car, yeah? So you're not going home? No, we're going straight to Brisbane. Okay, gonna be in touch. Safe travels. Alright, thank you. Thank you very much. Как И я за- понял, только что ты организовал переезд от отеля в аэропорт тренеру по физподготовке. Нет, Мимо? я ей просто Мимо? забронировал машину в аэропорт, и это физио. Да, я имею в виду, зовут как? Мими. Мими. Все, я Мимо. Но не физподготовка, она физио. Она как Физио. Физио именно. физио. Да. За тело отвечает. Конечно. Восстановление. Я ничего не организовал, просто попросил машину до аэропорта. Я не Но то, все что равно ты пошел, помог. я не мега-магнат, типа такой. Нет, типа. ты подошел, помог, красиво все сделал, женщину провел. Домой после пьянки, можно сказать. Аккуратненько, понимаешь? Проследил, чтобы она доехала. Оплатил ей на 3 недели проживания в Эмиратах, потом домой отправил. Да. 2021 год, и получается, это был твой первый полноценный сезон в качестве тренера Арины Соболенко. И ты увидел... Самолет ты как часто видишь? А ты видел самолет? Вот такой самолет был. Самолеты, да. Как много самолетов появилось в твоей жизни? Очень много. Перелеты, да. Не, ну вообще в тему этот самолет пролетающий. Это, знаешь, типа на черно-белое ушло. Мы такие поржали. Итак, 2021 год. Твой первый сезон в качестве тренера. Ты начал кататься. Ну, понятно, что ты до этого прилетал на турниры Большого Шлема и до этого видел звезд тенниса. Ну вот это твой первый, скажем так, ответственный год. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях в туре. Ты видел 100% всех из большой тройки. Как вообще вот всю эту атмосферу можешь описать? Как выглядит вот ATP, WTA Tour, большие шлемы, что это такое, что это из себя представляет? Слушай, полноценный год, но, наверное, из-за того, что я уже там был, то есть был даже частями, то есть у меня не было никакого уже вау-эффекта. У меня просто было понимание, что это будет как бы, планируется в долгую, и надо к этому не просто привыкать, здесь нужно еще и показывать результат. То есть это немножко другое. То есть ты первое время ты такой типа полубоги вокруг, потом ты такой полу, а потом такой, да нет, все, даже они и хуже, чем можем мы подумать. Ну, это я в целом говорю, что к игрокам такое отношение как бы приспускаешь для того, чтобы, в принципе, понимать, что ты здесь не для того, чтобы бороться, ты здесь для того, чтобы выигрывать. Это такое странное такое преобразование, потому что сначала ты идешь, и ты просто привыкаешь к тому, что ты здесь находишься. Ну, морально. Вот. А это я про первое такое, наверное, впечатление было. Потом ты попадаешь туда, и, наверное, довольно-таки быстро пропадает вау-эффект, если честно. Потому Сколько что... у тебя ушло времени на адаптацию? Ну, Я то есть в какой довольно-таки- момент ты шел такой, и Надаль идет? Или Очень быстро, Джокович? на самом деле быстро, чем я думал. То есть иногда все еще ты можешь идти, и ты иногда такой, новак, ты к нему уже относишься как бы как к обычному человеку, условно говоря, то есть ты понимаешь все результаты, но нимба уже нету, ты просто идет восхищение работой. То есть как бы ты больше восхищаешься, ты понимаешь какой-то труд, ты понимаешь какие-то усилия, и ты такой, типа, как же круто, что ты смог. Вот. Но пропадает именно такой нимб. То есть это уже не кажется тебе какой-то магией. Что это такое? Но на самом деле первое время ты думаешь, что это что-то невероятное, а потом это довольно-таки быстро переходит в такую рутину, в которой ты уже на самом деле пропадает, наверное, какой-то романтизм, ты такой, где-то даже скучновато. Потому что иногда у тебя, бывает много времени, ты проводишь один, плюс ты проводишь всегда его с одними и теми же людьми, как бы со своими коллегами целый день, ты еще иногда живешь в одной гостинице, то есть ты как бы на кортах с ними, ты там покушал с ними, ты приехал в гостиницу, ты с ними. Бывает ты ловишь комбо между машинами. И
кстати... Я ломаю стереотипы съемок. Кстати, между прочим... Паш, может, найдем место потише? Нет, тут антураж, там Льюис Хэмилтон ездит на... Между прочим, вот и еще ты переезжаешь с теми же людьми везде. То есть ты, по сути, очень часто, может быть, не прям те же люди, но это почти всегда все те же, скажем так, кого ты знаешь и видишь каждый день, каждую неделю. И устаешь от этого тоже, устаешь от того, что далеко от дома, от друзей, от семьи, ты начинаешь немножко, как бы, вот это, опять же, уходит первая эта волна, ты начинаешь уже адаптироваться, да, и человек очень быстро адаптируется, и ты такой, типа, блин, окей, это уже работа, все, ни больше, ни меньше. И потом ты приезжаешь, и тебя спрашивают друзья или кто там, как это там, а вот это ты видел, это? Ну да, типа, я это и есть, вот это. Типа, для меня это уже не является чем-то. Вот. Но, опять же, возвращаясь в 2021 год, большая ответственность, которую пришлось разбивать на такие какие-то более простые вещи для того, чтобы можно было контролировать, потому что мне тяжело было бы сразу такой, типа, окей, 21 там, не знаю, целый год, нам нужно что-то невероятное. Нет, мы старались мыслить так более мелкими шажочками, как мы можем стать лучше. Вот начали мы там с грунта, там следующий год наша задача была улучшить результаты на шлемах. Мы стали делать их лучше, нам этого мало, нам нужно еще дальше, там какие-то первые полуфиналы на шлемах, нам этого мало, мы хотим еще лучше, мы понимаем, что мы можем быть еще выше, еще лучше, и такие вот постепенные шажочки были. Ангелина, расскажи, как тебе Антон сделал предложение. Быстро, долго. На себя быстренько переведу. Они друг с другом были знакомы 8 лет. Это как Роджер Федерер и Мирка Лавринец. Они встречались 8 лет, и потом... Почему лет? 7. 7 лет, ладно, 7 лет. И потом только Антон сделал Ангелине предложение. И она трепетно, терпеливо ждала. Да. Поэтому сейчас, Ангелина, расскажи, как это было. Хочется услышать твою версию и хочется услышать версию Антона. Это было неожиданно. Так. Я все 8 лет не ожидала ничего. Да. Так 7 или 8? 7. Через 5 лет я перестала считать, потому что мой отец сделал моей маме предложение через 5 лет. И я такая, боже, как долго! А потом я поняла, что есть что-то дольше. Это было в отпуске в Доминикане, на пирсе, уходящем в океан. Вечернее время, подсветка, звезды. Антон на одном колене с кольцом. Звучит очень красиво. На самом деле я просто искал место, где не будет людей. Темно. И если кто-нибудь издалека увидит, они даже не понимали, что будет. Чтобы не было хлопаний. Нет, изначально был план, что к нам приехал Джейсон в Минск. Это было в мае. Мы были в Робинсоне у нас в Минске, и там была парочка друзей. И такая, я думаю, ну возьму с собой кольцо, там все дела. Но что-то атмосфера вообще не сильно зашла. Не знаю, не то. И я дал заднюю еще на полгода. И только в ноябре из-за Доминиканы я прилетел, и там уже. Потом мы шли на ужин, Ангелина с кольцом, пыталась всем показывать. Я вот так вот просто руками. И никто ничего не увидел. Да что вы. Но вообще интересно было, что когда мы шли к пирсу, там мужчина с девушкой тоже, у них была такая интимная атмосфера, они что-то там болтали, кокетничали. Знаете этот мем? Кокетничали. Да. Ладно. И мы когда подошли к пирсу, это действительно очень красиво выглядело, и я такая думаю, сейчас я пошучу, ты что, мне хочешь предложение сделать? А потом я думаю, так, если он действительно хочет сделать это предложение, я сейчас пошучу, я все просто нафиг испорчу. И я не пошутила. Да. Мы стояли на этом пирсе минуты 3. Я такая, ну, можно было уже сделать предложение, если хотелось. Поэтому я что-то снимала видео, потом поворачиваюсь. И вот оно. И горько. А не было горько? Нет. Но это еще, наверное, был День Благодарения, потому что там у нас было дико шумно в отеле. Благодарил. Я очень сильно благодарил Вселенную за Ангелину и решил, что пора. Да, не, было, конечно, Было круто. интересно. Ну, не знаю, было нормально. Интересно. Не то, что прям круто. Волнительно. А что, ты волновался? Надо было бремя. Я больше волновался, что сколько можно тянуть. И так все понятно, куда это движется. Да. Подожди, а в какой момент ты уже был готов? То есть, ну, Да, кольцо... через пару месяцев уже понял. Серьезно? Да нет. Не знаю, через пару лет. А потом это было в прикол уже. А, в прикол типа тянуть было.
Да нет, ну просто все вокруг говорили, что там шутили, говорили, я такой, типа, ну, будем по-другому работать. Ну, От во-первых, обратного. нужно сказать, что мы начали встречаться, когда мне было 17, и у меня еще были влажные мечты о большом спорте. Какие мечты? Влажные. Это есть такая формулировка, да, такое понятие? Да, Я очень о надеюсь. большом спорте, и поэтому никто из нас даже не думал, что это может как-то так серьезно сложиться. То есть я просто выбирала достойного парня, он ко мне подходит, говорит, пошли в Макдональдс. Это Я про меня. думаю, Угу. я подумала, что, смышленый малый, далеко пойдет. Какой молодец. Пойду за ним. Мы не в Маке, мы первое, что мы с тобой сделали, поехали в бильярд. В Ангелина... Макдональдс сначала. Я Нет. тебе отказала, когда ты предложил мне в Макдональдс пойти. Ты не Ну, ты помнишь отказала, этого раза? может быть. Ну да. Потому что Мак зло. Но Ангелина сыграла какой-то чемпионат, и у нее были бесплатные талоны на бильярд, а я любил бильярд, люблю бильярд. Только подкачу к этой, у И я которой такой- бесплатные талоны. Я еще на машине был, взял маму машину, и мы поехали в Европу, не в Европу, а в Европу, в торговый центр. И там по талонам бесплатно я играл в бильярд. Ну, я его содержала с первых дней нашего Ну да, так и знакомства. было. Но в любом случае, даже когда ты попал там в первый раз в тур, были какие-нибудь моменты, когда ты встретил, к примеру, там, Федерера, не знаю, Надаль, Джоковича, и ты такой, охренеть. То есть, какие моменты ты можешь вспомнить, такие вот яркие, которые тебя максимально Давай я потрясли, тебе- поразили? Давай я тебе расскажу еще раз, который я тебе рассказывал про Федерера. Поскольку Ты он ничего мой... такого не рассказывал. Я не помню. Это, наверное, не мне, ты Паше Коринцу рассказывал. ну да, это другой Паша, 100%. Да. Из-за того, что у меня Федя был идолом. Был? Ну, уже все, он закончил. Ну что? Пора менять идолов. Хватит. А кто теперь твой идол? Томаш Махач? Арина Соболенко. Ага. Ладно, хорошо. Получается, что аура все равно такая небольшая, она висит на человеке. И, наверное, ты смотришь на Рафу, ты восхищаешься просто вот, я не знаю даже, ты вот его видишь, ты такой, блин, ну, крутой, трудяга, что-то такого формата. А когда Роджер это видел первый раз, у меня такое ощущение было, я как будто бы увидел человека, который по воде идет. Я такой, Иисус? Просто он реально по воде шел. Ты такой, блин. Как ты узнал? Я же тебе рассказывал, ты говоришь, что не тебе. Не-не-не. И, ну, это какая-то аура, которая, скорее всего, не скорее всего, она в башке у тебя из-за того, что из-за игры, из-за имиджа, из-за всего она присутствует. Ты такой, ну, круто. И ты такой, как бы, немножко прям замираешь, такой, типа, блин, это походка вот такая плавная, уверенная, такая скользящая. Да. Она прям проникает немного, и ты такой думаешь, блин, ну, он какой-то не человек. Ну, такое было, но на самом деле довольно-таки быстро прошло. Наверное, Когда когда я упал. первый раз... Когда что он сделал? Когда упал. Просто шел прямо перед тобой в этот же день, и ты такой, ай, не Иисус. Я когда у него, по-моему, брал автографы, я такой первый раз иду, такой, автографы взял, я такой, а он сидит просто за столом, Ага. ржет, в карты играет, я такой, ну, окей. И все, и как бы довольно-таки быстро это ушло, он потом что-то бегает, забавляется, смеется, ты такой, ну все, пропал этот вот идеализм. И нормально, и хорошо, и ты смотришь просто на тренировку такой, типа, ну, просто человек обладает навыками какими-то просто более крутыми, и круто ими распоряжается, поэтому ни больше, ни меньше. А какие у тебя, скажем так, стереотипы либо представления о WTA-туре развенчались? То есть у тебя был, вот ты шел в WTA-тур работать, ну, грубо говоря, да, там, 21 год, полноценно. И у тебя было одно представление, а потом ты поработал год, и ты такой, о, тут настолько все вот именно в этом компоненте плохо, или бы там, вот в этом. То есть, что тебя разочаровало, скажем так? Что, наоборот, восхитило и что сильно разочаровало? Ну, хороший вопрос, честно, надо даже подумать немного на нем. Few Итак, hours later. Да, прошло. Вот, Few это, hours видите, later. у нас, ну, это мой первый выезд, чтобы вы понимали, для того, чтобы снять интервью, и я это делаю абсолютно сам. Вот. Но есть вот такие приспособления, и мы решили пойти гулять и поговорить. Поэтому, ну, вы уж не серчайте. Но качество все равно хорошее, 4К пишем. Итак, пожалуйста. Чтобы меня не сильно, наверное, если прям говорить, не понравилось, то, что я бы назвал бы довольно-таки слабым маркетингом сам тур WTA. То есть я вижу большую разницу с ATP. Угу. И я считаю, что это можно сделать лучше и качественнее.
Я думаю, что намного интереснее можно выделять личности. Вот я, к примеру, там, скажем, про Арину могу говорить, то есть можно намного круче и ярче про личность рассказать, тем более, что личность яркая, поэтому этого не происходит, и как будто бы, ну, если бы завлекать еще и личной какой-то привязкой, то и теннис будет более привлекательный сам по себе. Ну, это я так считаю. А что мне, знаешь, не то, что прям удивило, но я выделил, что это, конечно, не все, но ты прям смотришь на людей, которые уже чемпионы, или туда прям желают и стремятся попасть. Это их, как они работают, их дисциплину, потому что все-таки у девушек еще есть такой момент, что, ну, многие как бы из них, я с этим мамами и планируют, или уже были, ну, точнее уже стали, были. Они, по сути, жертвуют какой-то своей прям большой частью жизни во имя какого-то вот прям большого и негарантированного успеха. И отвозят себе там, говорят, что вот я поиграю там 6-7 лет, рожу, вернусь. Гарантии нет, что у тебя будет успех, гарантии нет, что ты вернешься на нормальный уровень. То есть ничего не гарантировано, и все равно спорт, он в любом случае бьет по здоровью прилично. Поэтому сейчас появляется много вариантов, где я знаю, что многие спортсмены, девушки, они замораживают яйцеклетки для того, чтобы у них была возможность потом иметь детей. Это как бы тоже такая серьезная часть, которой мало кто вспоминает. Вот это, наверное, меня поразило. На тему WTA по продвижению. По поводу того, что WTA, они сейчас ты должен награть 10 турниров мастерсов, тысячники, 6 турниров 500 и 4 шлема у тебя. Ну да, шлемы обязательно. То есть 20 турниров. Мы пока что не играем в Fed Cup. Это как бы еще там 2 недели в году. Ну и плюс в этом году еще была Олимпиада. То есть в этом году вообще там, если кто играет по максимуму, там 23 турнира должно быть. Учитывая, что большинство из них 1,5-2 недели. Вот. И у тебя получается штрафы. Штрафы в том плане, что у тебя в рейтинге 0. Я, если правильно помню, там по правилам, я просто на самом деле с правилами в плане рейтинга далек. Мне не сильно интересно. Но там, по-моему, берется 18 лучших результатов за год. Там за последние 52 недели проведенные, ну, вот прям год, ровненько. 52 недели. Ты в марте, соответственно, 52 недели назад, вот. с марта по март. Получается, что у нас автоматом какие-то турниры, которые мы сыграли, условно говоря, хорошо, у нас последние наши будут убирать и будут стоять 0, потому что мы не сыграли там 2 или 3 турнира, у нас там, условно говоря, будет 3 нуля обязательных. Там, мы, по-моему, пропустили 2 турнира 500 или 1, не помню. У нас будет 0 в рейтинге в этом году. Но опять же, если ты Арина выиграла 2 шлема, как бы это перекрывает там ее участие на 500-ке, нам нет смысла ехать куда-то ради того, чтобы мы там сыграли, учитывая, что ты приезжаешь в состоянии, ну, как бы не соревноваться, а просто участвовать. Это бред полный. И вместо того, чтобы как-то продвигать турнир, то есть сделать его привлекательным, то есть ты поедешь на мастерс в любом случае, потому что там большое, ну, много дают очков. А если ты это подкрепляешь еще какими-то, ну, бонусами, там деньги или какие-то еще бонусы, то человек, который будет думать играть, не играть, он будет, ну, как бы, он все равно будет принимать решение адекватное. А то, что он туда приедет, потому что он должен туда приехать, это для тенниса, это, ну, как бы для промоушена может быть хуже, потому что он туда приезжает не соревноваться, а потому что он должен приехать, и бывает такое, что, может, в первом круге, то есть видит человек, который вышел просто, чтобы выйти, сыграть. Он не будет сливать, но он не будет бороться сильно, прям на максимуме. Ему это не интересно. Так вам интересно, чтобы человек приехал, скажем так, подготовленный, свежий, с настроем, либо вам интересно, чтобы туда просто приезжали как на мясорубку, и, по сути, нету такого отбора, как бы они, то есть люди, которые стоят, условно говоря, в топ-50, они катаются по этим турнирам, где-то там за 2-3 круга проходят, потому что там должны играть, и они там и остаются. А те, кто, ну, играют турниры пониже, они не могут продвинуться. И как бы здесь был бы такой, наверное, более естественный отбор, потому что люди бы выбирали, что им играть, исходя из нужды в очках, либо деньгах, неважно. Но очки тоже бы смотрели и понимали, окей, мне, чтобы остаться в 20-ке, нужно играть эти турниры. Они до все равно приезжали бы. А они не приезжают на WTA 500 какой-нибудь турнир не потому, что они не любят его, может быть, там плохая организация. Вы сделаете турнир привлекательным. То есть ты приезжаешь на турнир, где у тебя нету там транспорта хорошего,
ну, именно адекватного, не то, что хорошего. Там бывает, что просто опаздывает, транспорт не приходит. Тебе просто не хочется там, не знаю, возвращаться. То есть ты тоже, если ты игрок, не знаю, топ-10, топ-20, ты не будешь ради денег ехать на турнир 500. То есть 500 ты будешь играть, если тебе нужно подготовиться к какому-то более крупному турниру. Там Штутгарт привлекает тем, что ты как бы перед грунтом играешь. Ты, ну, как бы такой, у тебя Ну, и там не Porsche настоящий... давит У тебя есть мотивация выиграть Porsche, и плюс топ-4 за приезд еще там, ну, получают. То есть, как бы у тебя есть мотивация продвигаться в рейтинге, потому что там, если ты будешь топ-4 сейных, то тебе еще по контракту там машину дают по приезду. Это денежная мотивация, но она тебя заставляет играть лучше. Ну, это твоя работа объективно. Конечно. И то же самое с рейтингом. Тебе надо будет больше очков, ты поедешь на этот крупный турнир играть. Так на как тысячник. Федю привлекали в том же Гале. У него есть несколько было Да. турниров, где ему платили просто Ну, да, за приезд. За приезд, да. То есть, И он ездил. И это были не тысячники. то есть ты не обязаловкой ты сможешь привлечь, но не всех. Те, кто все равно в рейтинге хорошо выступают, они все равно смогут выбирать, и для них 0 не будет категоричен. То есть даже штраф ты сможешь перекрыть. Но ты, наоборот, отделяешь игрока от сотрудничества тем, что ты его обязываешь играть турниры, которые вообще не в его планах. То есть ты с ним не сотрудничаешь. А еще надо понимать момент, что это не совсем, как мне объяснили, по правилам, поскольку игрок, он не подписывает с тобой контракт. Он, как бы, он не наемный, как бы, ты ему не платишь деньги. То есть наемный рабочий – это если у него есть зарплата. Игрок получает деньги за участие в турнире. То есть он, по сути, работает по контракту каждый раз. Ты не можешь... Он приехал на турнир, по сути, подписал контракт. То есть у него есть какой-то рейтинг, и он может участвовать, может не участвовать. Ты ему не платишь зарплату, ты ему не даешь там отпускные, условно говоря, больничные, все дела. Это не те отношения, в которых ты можешь диктовать условия, потому что, ну, как бы, если у тебя игрок не хочет играть, значит, ну, сделай условия привлекательными, у тебя будут люди приезжать. Это то, что старается, мне кажется, лучше сделать ATP, и то, как бы, я слышу от пацанов, как бы, можно сделать лучше. Почему они играют выставочные? Потому что на, там, не знаю, на 500-ке платят мало, они могут приехать сыграть, и очки они не получают, они такие, которые будут для них сильно критичны, да, и у них, к примеру, есть возможность заработать денег, они приедут, у них есть, будет какое-то игровое время, как тренировка, условно говоря, они подготовятся, они лучше пройдут выставочные перед Австралией, заработают денег, потренируются, сыграют Австралию, чем играть, условно говоря, 500-ку. Вот. Поэтому сейчас вводится правило, что во время там, тура, по-моему, WTA, там нельзя играть выставочные турниры в течение сезона. Вот. Это поднимает вопрос этого сотрудничества, трудового кодекса между теннисистами. А второй момент, все говорят, какие большие деньги, но как бы их получают единицы, эти большие деньги. Да. Если мы еще уберем налоги, то как бы они еще меньше в 2 раза будут. Вопрос, сколько получает тур, то есть про тот же шлем, если говорить, то есть теннисисты получают около 14% от заработка большого шлема. То есть их призовой фонд... Ты имеешь в виду все теннисисты? Призовой фонд, условно говоря, около 70 миллионов. Это может в Австралии, там в австралийских, там, по-моему, сколько сейчас, не знаю, 60, может быть, примерно миллионов. Призовой общий мужской, женский шлем. Да. Это примерно около 15-14% от заработка шлема. Вообще, То есть представь эту ситуацию в NBA или в НХЛ, где у тебя в хоккее, где у тебя за 1% у тебя все, у тебя бойкотируется. Ну, игроки не выходят на тур, не выходят на лед. Когда там российские хоккеисты играли в КХЛ, там 2 или 3 года, когда там года были, когда они просто бойкотировали, все, нету игр, вы не зарабатываете денег, потому что они бойкотируют. И это в командных видах спорта чуть легче делать, потому что там есть профсоюз у них. Да, и у них есть это команда, просто команда, которая, условно говоря, один человек, не один человек, команда решает за всех, условно говоря, игроков. Здесь же все индивидуалисты, и договориться здесь намного сложнее, этим пользуются. То есть игроки хотят, особенно те, кто ниже стоят, они зарабатывают, опять же, единицы. И, по сути, эти единицы должны объединяться, поскольку они смогут только... Потому что они интересны, на них будут идти. Никто не хочет идти сильно там, на кого-то, кто ниже рейтингом. И, по сути, суть в том, что если топ-20, условно говоря, объединяется и бойкотирует, тогда это имеет какой-то смысл. Как-то повлиять. А так, пока все продвигается дальше, работает, то остается 15% заработка, и тур по-прежнему подкидывает какие-то конфетки, дает, типа вот это, окей, мы там снизим, мы сделаем не обязательно их 20 турниров, мы сделаем 18, вот такие, типа, спасибо большое, вы пошли навстречу. Они там какие-то темы убрали, которые планировались в прошлом году, помимо этих турниров обязательно какие-то, может, штрафы убрали, есть глупейшие штрафы, есть поздние отказы, есть
Есть отказы от турниров WTA, там ты должен за 3 недели, за 6 недель до турнира ты должен заявиться, знать, за 3 недели до турнира ты должен с него сняться. И если ты снимешься позже, у тебя там поздний отказ, второй поздний отказ, 2 только поздних отказа есть, потом у тебя есть 2 отказа, когда ты приезжаешь на турнир, и там ты можешь на месте сняться по причинам, там, по болезни. И потом у тебя штрафы. И вот Вандрусова рассказывал какой-то год, у него было 2 поздних отказа, за 3 недели. 3 недели это на самом деле очень мало времени. То есть ты можешь травмировать, что может случиться 3 недели, это ты играешь каждый день. Это спорт. Да. И у него проблема была, по-моему, с рукой, она себе должна была операцию сделать, она должна была в Монреале лететь, она в Чехии. Она им пишет, что у нее такая ситуация, она на операцию, ей говорят, у тебя поздних отказов нет, тебе, чтобы сняться без штрафа, тебе нужно прилететь, сняться. И она должна была с Чехии лететь в Канаду, чтобы сняться на месте. Она отказалась, ей дали штраф, по-моему, $15 тысяч ей дали, что-то такое. Она платила там его с призовых по 5 тысяч, она снимала с 3 турниров, потому что у человека операция. Но это немножко бред. То есть, если я правильно спрашивал пацанов, пацаны могут сниматься там чуть ли не за 3 дня до турнира без последствий. У них нету штрафов. И тебе легче планировать, потому что если ты запланируешь заранее, турнир заявился, у тебя есть, условно говоря, 2 турнира подряд, и ты думаешь, тебе нужно сейчас сниматься за 3 недели. Это не знаешь, как ты сыграешь этот турнир, ты не знаешь, ты сыграешь этот турнир, выиграешь, дальше ты хочешь отдохнуть, а ты не сможешь, ты с него снимаешь, тебе дают штраф. И ты в такой ситуации, где ты не можешь... Ясное дело, что они хотят промоушен сделать турниров, но игроки слишком тоже, получается, штрафуют их не совсем надо по факту за правильные вещи. Много нюансов.